Это Сеул, столица Южной Кореи. И сегодня я расскажу, что тут со мной приключилось, какие интересные здесь места можно посмотреть, да и вообще, как тут все устроено. Доеду до Сеульской телебашни, спущусь в метро, отправлюсь на одну из самых высоких гор, чтобы увидеть весь город, да и не только его. Побываю на местных рынках, попробую здешнюю кухню и прочувствую районы города. И вот об этом я сейчас и расскажу. Наверное, самым известным символом Сеула является телебашня, которая стоит на горе Намсан. И когда я только сюда приехал, естественно, первое место, которое я посетил, помимо отеля, была именно она. Чтобы к ней попасть, нужно долго подниматься по парку. Вообще телебашня сама по себе не очень-то и высокая, но ей это и не нужно, так как стоит она на естественной горе, и за счет этого нужная высота и получается. И вот я поднимаюсь все выше и выше по парковой дорожке. А чем выше я поднимаюсь, тем все лучше и лучше открываются виды на город. Кстати, если вы не ощущаете в себе силы на такой подъем, то можно подняться и спуститься сюда и отсюда на фуникулере. И вот, когда я уже почти поднялся на самый верх, у верхней станции фуникулера начинается дорожка, где все увешано замочками. Почему-то именно сюда приходят все влюбленные, чтобы повесить свой замочек. Не на мост через реку, хотя потом я расскажу про один из таких мостов, а сюда. Поэтому тут все увешано замочками. Да и, наверное, неплохо получилось, красиво и атмосферно. Пройдя все аллеи любовных замочков, попадаешь на самую верхнюю смотровую площадку у самой телебашни. И вот отсюда действительно виден весь Сеул. Причем посмотреть можно во все стороны, обойдя телебашню вокруг. Ну и так как гора это все-таки гора, то город сюда не сильно такие заходят, поэтому вокруг телебашни находится парк. А так как территория этого всего зеленого участка достаточно большая, под горой сейчас проложено несколько тоннелей, чтобы транспорт мог быстро перемещаться с одной части города, или подножия горы, в другую. Как можно заметить, эта гора не единственная, и Сеул окружен со всех сторон горами. Кстати, на одну из них я потом отправлюсь, но для начала немного освоюсь в городе. Вечером у телебашни достаточно много посетителей, потому что место действительно стоящее, но вот если прийти сюда с утра, то тут почти никого не будет. Кстати, до этого я поднимался по не самому большому склону, более отвесному, но по продолжительности не очень большому, а с другой стороны гора продолжается на более длительное расстояние, и там сделан городской парк. Кстати, нередко около входа в парк стоит специальная брызгалка от клещей и всяких таких жучков и насекомых. Я решил опробовать ее на себе, а что, интересно же, и вдруг действительно поможет мне при прогулке по парку. И вот, обработавшись, я отправляюсь в парк. И, как я и говорил, утром тут мало людей, поэтому, если хотите прогуляться без лишних глаз, то лучше приходить сюда утром, потому что все сюда обычно подтягиваются ближе к вечеру. На пути мне встречаются белки, прыгающие по деревьям, а еще тут сохранилась городская крепостная стена, которая раньше нужна была для защиты и обороны города. Сейчас стена сохранилась далеко не везде, так как со временем утрачивала свое значение, а потом мешала прокладке улиц и линий трамвая, да и другого транспорта тоже. Но участки стены сохранились не только на горе Намсан. Если отойти немного на север, то через несколько кварталов опять встречаешь неразрушенный участок, идущий по хребту. Кстати, вокруг этого участка сделан парк. Как парк? Метров 10 в одну и 5 в другую сторону от стены. Так что получается просто длинная дорожка. Но между прочим, тут тоже приятно пройтись, особенно когда идешь вдоль стены. А так как она идет по самому верху хребта, отсюда видны сверху улицы вокруг лежащего района. Ориентиром начала этого участка может служить арт-пространство DDP. Здесь проходит множество выставок и экспозиций, посвященных дизайну, культурных событий, концертов и представлений. А архитектура здания и прилегающий парк, конечно же, заслуживают посещения. Не обязательно заходить внутрь, но просто прогуляться тут, как по мне, стоит того.
Рядом протекает ручей Чхон-Гечхон. Ну, как ручей? Наверное, это уже можно назвать небольшой речкой, хотя ручей это и есть небольшая речка. Но в любом случае сейчас это не просто текущая вода, а общественное пространство, растянувшееся примерно на 11 километров. Тут можно хорошо прогуляться, а то, что уровень улицы и города выше набережной, создает ощущение, что ты не просто в городе, а в каком-то парке или что-то типа того. Как я понял, в дождливую погоду проход сюда ограничивают из-за скользких ступеней и так как сюда сбрасывается вся дождевая вода с улиц города. Ну, по крайней мере, так было написано на иногда встречающихся табличках. Перейти с одной стороны на другую можно либо по встречающимся с определенной периодичностью мостам, или по камешкам, которые кое-где были разложены как небольшие островки, по которым можно аккуратно перейти на другую сторону. От DDP по этому ручью можно дойти до рынка, но не просто рынка, а именно того, который везде советуют посмотреть и посетить – Кванджан Маркет. Если представить себе стереотипный азиатский рынок, то вот тут именно та атмосфера. Много людей, все что-то смотрят, продавцы что-то выкрикивают и зазывают к себе, а из еды тут в основном что-то местного производства. Везде что-то кипит, жарится или парится. Конечно же, я тут довольно много попробовал, но скажу честно, далеко не все мне понравилось. Хотя были угощения, от которых мои вкусовые сосочки остались хорошего мнения. Но были тут и такие вещи, которые я даже и пробовать не стал. Все-таки некоторые крайности местной кухни я не могу себя заставить съесть. Но это был больше туристический рынок, однако, просто гуляя по городу, я нередко замечал, как богатые и хорошие районы резко переходят в не очень обеспеченные, и это прям внутри Сеула. И в этом плане очень сильно видно большое социальное и экономическое расслоение в Южной Корее. Несмотря на общий экономический успех, в Корее эта проблема существует. И даже если взять последние корейские фильмы и сериалы, которые стали популярны и известны на весь мир, такие как «Паразиты» или «Игра в кальмара», то в них как раз таки и поднимается тема капитализма, социального расслоения и неравенства, которая тут очень сильно выражена. Я даже зашел в тот самый парк, где вербовщик из второго сезона «Игры в кальмара» предлагал лотерейные билеты. И там действительно вот в таком количестве сидят бездомные. Так что это все не совсем постановочно было. А парк находится почти в центре. Да и просто когда идешь по городу, вот такой вот рынок а-ля наши 90-е вдруг резко может перейти в большие торговые и туристические улицы Мьондона. Так что в этом плане Сеул очень контрастный город. Вот так я гулял по городу весь день, до самого вечера, пока солнце не начало скрываться за горами, виднеющимся на горизонте. Потихоньку опускалась темнота и начинали загораться огни города. Но этого я и ждал, чтобы когда стемнеет, отправиться в Мьондон на прогулку по ночным улочкам. Тут жизнь кипит постоянно, и утром, и днем, и вечером, когда бы я сюда не приходил. Но не потому, что я большой тусовщик, просто отель у меня был буквально в 2 шагах отсюда, поэтому и проходил я тут мимо достаточно часто. Но вот именно ночью тут как будто бы все оживало, потому что именно в это время начинали работать все лавки, а всяких тележек с едой и сувенирами становилось в разы больше. Жизнь тут кипела и бурлила, повсюду светилась реклама, и, если честно, то ужинать зачастую я ходил именно сюда, потому что в обычных кафешках в основном все было чересчур острое, ну из того, что мне хотелось и из того, что я выбирал, а тут все было необычное, но и вкусное в то же время, ну и от отеля было недалеко.
На следующий день я на автобусе доехал до национального парка Букхансан. Его называют еще легкими Сеула. Это большой парк, и не просто парк, а можно сказать горный парк, так как расположен он в горах. Моя цель забраться на одну из самых высоких вершин – гору Баегундай. Путь к ней не близкий, да и сама она достаточно высокая, так что подъем мне предстоит не из легких. Но пока я только в начале и потихоньку иду по парку, заходя все глубже и глубже в него. На указателях я не встречал нужного названия, поэтому просто шел все дальше и дальше вглубь парка, стараясь держаться тех тропинок, которые уводили меня наверх. Подъем был достаточно крутым, поэтому иногда приходилось отдыхать. Я тогда еще не знал, что тут кое-где оборудованы специальные площадки для отдыха, поэтому поначалу просто присаживался на камне. Ну вот, подъемы становятся все круче и круче, и в один момент я замечаю наверху кладку стены. Это значит, что я дошел до хребта. Но подъем еще не закончен. Теперь я буду идти вдоль этой стены. Это сторожевая стена, которая раньше охраняла Сеул от нападений со стороны гор. Тропинка петляла по хребту, но все равно шла примерно вдоль этой стены. Несмотря на то, что я все равно поднимался, подъемы тут уже стали не такими отвесными, и сложные участки попадались уже не так часто. На пути мне иногда встречаются различные храмы, башни и ворота. Ну а виды отсюда просто изумительные. Кстати, моя цель, высокая вершина среди гор, иногда уже показывалась сквозь листву деревьев, а значит, я был на верном пути. Ну вот и последний участок подъема. Теперь тут уже не было удобных дорожек, тропинок и лестниц. Нужно было карабкаться по скалам, держать за канаты и небольшие перила, установленные на маршруте подъема. Это была одна из самых высоких скал в округе, и отсюда открывается изумительный вид на горы и город, лежащий в долине.
Посидев на самом краю скалы и налюбовавшись видами, я отправился в обратный путь. Вообще, именно такие моменты остаются в памяти и украшают любое путешествие. Но так как я много где бываю, то иногда хочется вспомнить, где и когда я был, посмотреть, где и как я летал, сколько всего у меня получилось перелетов, сколько раз я был в каком-то из аэропортов, какими авиакомпаниями пользовался и еще куча всяких таких мелочей. Да и просто в моменте понимать, какой у меня рейс и когда, чтобы не теряться в аэропорту. И, наверное, как и все путешественники, в определенный момент я столкнулся с такой проблемой и не мог найти хорошего сервиса для ее решения. Поэтому решил создать свой, который не будет зависеть от санкций, ограничений и действий крупных компаний. И теперь пользуюсь моим P-Journey, чтобы держать всегда под контролем свои путешествия и чтобы в любой момент я мог вернуться к ним и вспомнить, что вообще было со мной в тот или другой год. И вот я спускаюсь с горы и очень надеюсь, что и другим путешественникам мой сервис будет полезен, и каждый сможет получить еще больше хороших впечатлений от своих путешествий по ссылке в описании. Спустившись с гор, я иду в метро. И раз уж зашел сюда, давайте немного расскажу про транспорт. Когда я только сюда прилетел, то чтобы доехать из аэропорта до отеля, купил себе одноразовый проездной. Так как стоимость проезда тут зависит от дальности, то я его пополнил сразу на нужную сумму, которую показал мне автомат, когда я указал, до какой станции еду. Помимо стоимости проезда, с меня взяли 500 вон за саму карточку. Потом я в специальном автомате сдал ее и получил сумму залога обратно. Для следующих поездок я купил себе такую карточку, которую мог пополнять на любую сумму и ездить неограниченное количество раз. Ну, то есть самая обычная транспортная карта. Так как проезд учитается по дальности поездки, то ее нужно прикладывать и при входе, и при выходе, чтобы система автоматически списала нужное количество средств. В среднем за одну поездку, насколько помню, у меня уходило 1400. Купить эту карту можно практически на каждой станции метро или в любом магазинчике и заодно сразу пополнить. Кстати, плюс этой карты, что с ней вы можете ездить не только на метро, но и на другом транспорте тоже, в том числе и на автобусах. Но там тоже не забывайте прикладывать карту и при входе, и при выходе. В метро вся навигация не только на корейском, а еще и дублирована на английский, японский и китайский языки. Длинные эскалаторы тут, видимо, не любят, поэтому все метро сделано как большой многоэтажный дом, и иногда приходилось спускаться на нужный этаж за несколько раз. А вот к чему у них страсть, так это к длинным переходам. Особенно на пересадочных станциях бывало идешь и идешь по такому переходу, потом спустишься или поднимешься и опять идешь и идешь. Ну а в целом метро как метро. Станции всегда закрыты, ну то есть в туннель просто так не попадешь, и открытого типа станции я тут не встречал. Из плюсов на станциях есть туалет, так что если что, то можно спуститься и справить нужду. Благо спускаться недолго. Что касается такси, то некоторые мне сильно напомнили наши яндексовские. Тоже были светлые с желтыми наклейками. Ну и что еще рассказать про транспорт? Проблем у меня не возникало. Все было довольно понятно и удобно. Выйдя из метро, я направился к дворцовому комплексу Кёнбокун. Это бывший королевский дворец. Вход сюда платный, но если ты пришел в национальной одежде, то тебя пропустят просто так, бесплатно. Поэтому тут очень много посетителей в корейской национальной одежде. Но самое интересное тут – это церемония смены караула. Длится она примерно минут 20, но увиденное стоит того. Так что если будете тут, то обязательно подгадайте время под нее. Все это случается в 10 и 14 часов. Но признаться честно, когда я отправился ко дворцу, то совершенно забыл про смену караула и вспомнил про нее только когда на площади начались приготовления к ней. Посмотрел на время и понял, что пришел ровно к 10 утра, попав ровно в нужный момент сюда.
После церемонии я отправился на прогулку по дворцу. И если ходить не только по центральным дорожкам, а заходить в разные арочки и дверки, попадая в небольшие внутренние дворики, то можно найти всякие бесплатные мастер-классы и развлечения для туристов, где вас сфотографируют, расскажут всякое интересное, вы поиграете в древние корейские игры, и вот мне, к примеру, сделали древний корейский паспорт, ну или ID-удостоверение. Ну, как сделали? Я сам рисовал после некоторых вводных, и когда сотрудник перевел мое имя с английского на корейский, показав, как нужно написать иероглифы. Недалеко от дворца есть деревенька Букчон-Ханок. Ну, как деревенька? Район города. Тут сохранились исторические здания Сеула, но это не туристическая достопримечательность, а действующий жилой район города, где живут люди. Поэтому тут стоят везде таблички, что шуметь запрещено, чтобы не мешать местным жителям. Оставшийся день я просто гулял по разным районам города, смотря что тут и как, и погружался в атмосферу города. Гуляя, я иногда встречал светофоры, встроенные в тротуар, но таким меня уже не удивишь. О подобных светофорах я рассказывал в своем видео из Калининграда, да и к тому же в Сеуле мне они попадались не так уж и часто, так что небольшой калининградский Зеленоградск мог бы и потягаться, наверное, с ним в количестве таких перекрестков. Следующий день выдался дождливым. Дождавшись, когда дождь немного успокоится, я отправился дальше исследовать город. В метро на станциях поставили специальные сушилки для зонтиков, чтобы вытирать их перед спуском на станцию. Я неспешно прогуливался по дождливому Сеулу, наблюдая, как низкие облака закрывают верхушки небоскребов. Несмотря на не очень хорошую погоду, город продолжал жить. Но хоть я вначале и немного огорчился пасмурному дню, потом понял, что это шанс посмотреть город немного с другой стороны. Да и просто теперь все ощущалось немного по-другому. Но такая погода все-таки немного изменила мои планы. Сегодня я хотел в том числе забраться на смотровую площадку небоскреба Lotte World, но так как все было затянуто тучами, то, скорее всего, я бы не особо чего и оттуда увидел, поэтому решил отменить это мероприятие в пользу прогулки по дождливому городу. Кстати, я нахожусь сейчас в районе Гангнам. Это хороший, богатый район, где много небоскребов, элитных магазинов и ресторанов. И между прочим, песня Gangnam Style названа именно в честь этого района. И так как она стала мировым хитом, то тут даже установили памятник движению из клипа «Скрещенные руки». У них все фотографируются и скачут, ну а рядом играет соответствующий трек и крутится клип с ютуба на специальном экране. Но это еще не самое интересное тут. Если зайти в торговый центр, который находится тут же у Gangnam Style, то помимо магазинов, прямо внутри торгового комплекса находится библиотека Starfield. Конечно, напрямую функцию библиотеки она сейчас вряд ли выполняет, потому что на данный момент это больше тематическое общественное пространство или даже в каком-то смысле туристическое место, но побывать тут, как по мне, один раз стоит. Если бы я жил в Сеуле, то, наверное, вряд ли бы ходил сюда читать или заниматься чем-то. Так что все-таки это просто общественное пространство внутри торгового комплекса, а не библиотека в классическом ее понимании.
Пока я находился в библиотеке, на улице стемнело, и теперь я шел по ночному городу. Тучи немного начали рассеиваться, открывая мне ночное небо. Но я не просто так бродил по ночным улицам Сеула. Я как раз таки ждал наступления темноты, чтобы отправиться к еще одному интересному месту, находящемуся недалеко отсюда. И смотреть его нужно с наступлением темноты. И вот, через некоторое время я выхожу на набережную. Это и есть то самое место. Но не просто набережная, а мост-фонтан Радуги. Это далеко не классический фонтан, когда струя направлена вверх. На мосту установлено множество установок, и струи направлены в сторону. Все это подсвечивается разноцветными огнями, а играющая музыка дополняет всю эту нереальную атмосферу. Вначале я скептично относился к этой достопримечательности и думал, окей, фонтан на мосту, звучит не очень интересно. Однако, когда я попал сюда, то поменял свое мнение. И дело далеко не в том, что струю воды установили на мост. Нет, тут важна была сама атмосфера, в которую я попал. Я помню, иду тогда по мосту, смотрю на разноцветные брызги и думаю, что вот это действительно самый удивительный, приятный и невероятный финал моего путешествия по Сеулу.